Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим снова о наклоне таза вперед и почему он происходит, какие его причины и почему это явление так распространено в современном мире. То есть я в своей практике встречаю, что почти у всех есть наклон таза вперед. Ну, процентов 90 людей имеют вот этот передний наклон таза. Вот. Ну и, соответственно, если так часто это встречается, должна быть какая-то общая причина. Почему это встречается так часто? Ну и когда я стал задумываться на эту тему, и я, конечно же, нашел ответ, почему так происходит и почему значит, так часто наклоняется таз вперед. И ответ очень простой. Мы цивилизация стула, мы очень много сидим. А когда мы сидим, то эта мышца находится в укороченном состоянии. Давайте, наверное, сначала я скажу о такой вещи, какие мышцы вызывают передний наклон таза. И, как правило, это всего две мышцы, прямая и пояснично-подвздошная. Да? Ну, вот здесь они у меня изображены. Вот она, прямая мышца. Вот, и вот пояснично-подвздошная. И это всего две мышцы. Конечно, есть и другие варианты. Другие мышцы также могут наклонить таза, но это встречается крайне редко. Практически я не встречаю этого. Почти 99,9% это только две эти мышцы. Прямая, пояснично-подвздошная. Все, другие варианты очень редко встречаются. Но почему таз наклоняется? Потому что мышца укорачивается. Но какая причина укорочения мышц? Это либо мышца находится под нагрузкой все время, да, ну или часто, либо нахождение мышцы в укороченном состоянии длительное время. Так вот, давайте разберем, что происходит с этими мышцами при сидении. И вот здесь мы видим, человек стоит, эти мышцы в растянутом состоянии. И стоит человеку сесть, что происходит? Эти мышцы, они находятся в сокращенном состоянии, в положении сидя. Что одна, что другая мышца. Потому что функция этих мышц заключается в том, чтобы поднимать бедро. Что прямая мышца бедра, что пояснично-подвздошная. Обе эти мышцы выполняют вот такую вот функцию, подъем бедра. Но в положении сидя у нас как раз есть вот это вот положение, как будто нога у нас приподнята вверх, вот так. Вот, поэтому эти мышцы находятся в укороченном состоянии. Но сидим-то мы не 5 минут в день, а несколько часов. То есть эти мышцы постоянно находятся в сокращенном состоянии. И это приводит к тому, что мышцы укорачиваются. Но когда мы из сидя положения встаем вперед, то происходит наклон таза. То есть мы будем иметь вот такое вот положение. Вот. Дальше, конечно, возможны разные варианты, как будет выглядеть осанка. Но в целом осанка нарушится. Причем не только возникнет прогиб в пояснице, как правило, это скажется на возникновении сутулости. И вот получается, что очень часто сутулость порождается прямой мышцей или пояснично-подвздошной. Во всяком случае, вы не уберете сутулость, не вернув положение таза в нормальное русло. Вот, нормальное положение, не вернув таз. Поэтому надо понимать, что именно длительное сидение приводит к вот такому вот изменению осанки. Это не безобидно, хотя вы сидите даже с ровной, с прямой спиной. Поэтому надо обязательно включать растяжку этих мышц в свою повседневную жизнь. Как можно, например, снизить вредное влияние вот этого вот сидения, да? Предположим, что у вас стул имеет другую форму, да?
допустим, вы имеете стул наклонный, как это реализовано в некоторых таких разновидностях стула. Тогда у вас положение ноги тоже меняется. Видите? И, соответственно, мышцы находятся в менее укороченном состоянии. То есть в этом случае укорочение меньше. Поэтому, чтобы противодействовать вот такому вредному влиянию стула, надо иметь, во-первых, стул наклоненный, во-вторых, более высокий стул. Чтобы, грубо говоря, чтобы ноги были ближе к прямой линии, были больше выпрямлены. Тогда вот это влияние стула уменьшится, и наклон таза будет меньше. Но также можно и нужно делать растяжку. Делать растяжку этих мышц, и я сейчас нарисую упражнения, которые будут способствовать растяжке мышц прямых и пояснично-подвздошных. Таким образом можно минимизировать вот это вредное влияние. Итак, пояснично-подвздошная растягивается вот таким вот упражнением. Вы встаете в выпад. И вот такое вот положение. При этом таз надо подворачивать вперед. Вот в таком вот положении эта мышца пояснично-подвздошная, она растянута. Она растянута. То же самое можно сказать, например, о шпагате. Но здесь есть нюансы. То есть, если вы садитесь на шпагат, допустим, вот так, то у вас обязательно должна быть в вертикальном положении спина. То есть нельзя наклоняться. Если вы наклонитесь вот так, будете делать шпагат вот в таком положении, то никакой растяжки происходить не будет. Растяжка будет происходить именно, когда вы стоите вертикально, и нога уходит назад, растягиваемые мышцы. Вот это основные такие упражнения для растягивания пояснично-подвздошной мышцы. С прямой еще проще. С прямой мышцей еще проще. Значит, как растягивать прямую мышцу? То есть вы садитесь с прямой ногой вперед. И вот здесь у вас вот эти две мышцы будут растягиваться. Чтобы растяжку увеличить, надо отгибаться назад. Вот. И вплоть до того, что вы должны лечь. Вот так вот. Сначала можно делать с одной ноги, потом сразу две. Есть и другие варианты, когда вы точно так же встаете на колено, но при этом, как вы делали с пояснично-подвздошной, но только колено вот так вот руками вы держите. Вот так вот. И тогда тоже пояснично-подвздошная прямая мышца бедра тоже хорошо растягивается. Еще очень удобный вариант, который я сам нашел, когда вы не держите рукой, а встаете к стенке. И вот так вот рукой тогда держать не надо. Можно держаться за что-то, например, за стул. Да? Вы держите за стул. Вот это очень простые, удобные методы растяжки прямой мышцы бедра.